Максим, привет! Привет, Артур. Сегодня 30 октября, время московское, как обычно, 15 часов, и мы записываем новый подкаст. Сегодня мы обсудим последние события, которые произошли в разных уголках мира, такие как выборы в Молдавии, которые мы не обсуждали, выборы в парламент Грузии и саммит БРИКС, который проходил в Казани. Я предлагаю перед тем, как обсудить эти три события, рассказать нашим подписчикам, что у нас есть социальные сети. Мы представлены на всех видеоплатформах, на подкастах. Также у нас есть телеграм-канал, где можно читать текстовые новости, смотреть наши выпуски также и общаться. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, кому интересно. Все ссылки будут в описании к данному видео. Все так. Ну что, начнем. Я предлагаю начать с выборов в Молдавии, потому что первый тур выборов был 20 октября 2024 года, то есть 10 дней назад. И уже через несколько дней будет второй тур, потому что в первом туре никто не набрал необходимого количества голосов. Достаточно большая была явка, больше 51%, около 52% по стране, при том, что в Молдавии население 3,5 миллиона человек, это вместе с Приднестровьем, а в Приднестровье живет порядка 500 тысяч, там чуть-чуть меньше. И Приднестровье, как я понял, не голосовали они. Как я понял, они в выборах принимали участие в голосовании, а в референдуме, который проходил параллельно с Вот они выборами его президента, да, специально как бы. а референдум был об изменении Конституции, чтобы Мгм. включить в нее желание граждан о вступлении в ЕС и верховенство, тоже, что важно, законов ЕС над национальными законами. То есть, по сути, референдум определял путь движения, так скажем, страны либо в сторону Европы, за что голосовала и сама Майя Санду, действующий президент, либо движение, наверное, скорее на многовекторность, хотя все называют это почему-то там, в сторону России. Я не очень согласен с этой формулировкой, но Да, так, аналогично. так или иначе, да, вот проходили одновременно два события. Слушай, вот это ты хорошо уточнил, что по поводу верховенства над национальными законами, так это просто отдать власть, получается. Какой Да, смысл в национальной власти, если ты отдаешь приоритет в законах Евросоюзу? То есть они могут там принимать что угодно, и ты обязан подчиняться. Ну, тогда ты не государство больше. ну, мне кажется, уже все давно идут небольшие государства по пути такого упрощения, хотя называют это по-другому, это видно и по Прибалтике. А здесь, ну, надо сказать, что Майя Санду, она сама же румынка, по-моему, и Но она евробюрократ. Потом поговорим про ее биографию. Мгм. Кстати, вот это интересная идея. Просто, ну да, потом разовьем тему ее биографии, но исходя из того, что она всю свою карьеру строила в международных различных организациях, и в том числе в евробюрократии, то я думаю, что она в ходе своей карьеры сталкивалась с тем, что ей приходилось участвовать в различных политических стыках и бюрократических стыках с национальной властью. И для нее, получается, укрепление европейской власти, ну, просто это решение проблем, сведение счетов, все, больше не надо никому ничего объяснять из национальных чиновников, я имею в виду, потому что есть закон Евросоюза, который считается, что он более приоритетный, чем национальный. То есть для нее это такая еще и вот эта вот игра. Ну да, получается, что она была бы, наверное, против какой-то самостоятельности, да, Молдовы, потому что иначе придется решать все проблемы, которые там накопились, а решать их Да-да-да. невозможно с текущей политикой. Она против интеграции в Румынию, тогда она теряет свой авторитет и статус. Да. Она за интеграцию как Как отдельной страны, просто в Евросоюз, для того, чтобы там ездить в командировки, да, получать какие-то гранты, деньги, их тратить и в общем, быть человеком наряду с другими президентами других европейских стран, хоть все так. Молдавия и очень там На одном маленькая. уровне с президентами больших государств. Да, да. Ну, это мы немножко отвлеклись. Я тогда там чуть-чуть на несколько лет назад, 23 июня 2022 года, Молдавия получила статус кандидата Евросоюза, а 14 декабря 2023 года уже начались переговоры о вступлении непосредственно в Евросоюз. Собственно, текущий процесс вот этот референдума, он продолжает начатое еще в 22 и в 23 годах.
А интересно, что в сентябре 2006 года, почти 20 лет назад, в Приднестровье состоялся референдум за независимость. Тогда высказались 97% населения Приднестровья. И сейчас Приднестровье, ну, это такая серая зона, так скажем, да, где еще и российские военные, где население исторически там по 30% было примерно между молдаванами, украинцами и русскими. Все сожительствовали, разговаривали на разных языках, ну или там на одном удобном. Вот, и все было у них хорошо. А сейчас как раз Приднестровье, ну, там большой процент они выступили, естественно, против президента. Сейчас скажу, кто еще был в выборах, участвовал, кроме Майи Санды, действующего президента. Но при этом они почему-то, мне кажется, это ошибка была большая, они не принимали участие в референдуме, считая его нелегитимным. Не знаю, может быть, это как-то было просчитано с юридической стороны, но по факту получилось, что этих нескольких там буквально голосов не хватило за то, чтобы этот референдум, ну, чтобы проголосовало больше против интеграции, чем за. Потому что цифры по референдуму вообще смешные. У них всего 2,8 миллиона бюллетеней было, явка примерно 50%, то есть там 1 400 000 избирателей примерно, да, из них результат за 750 тысяч, а против 738 тысяч, то есть разница в 12 тысяч голосов всего лишь. То есть это, как я сказал, жители Приднестровья, там 500 тысяч, если они не принимали участие, и там 12 тысяч легко можно было набрать тех, кто против интеграции. То же самое примерно и на президентских выборах. Можно сказать, что голоса Майи Санду против кандидатов там, оппозиции, так скажем, да, к ней, в основном это Александр Стояногло и Рената Усатый, они на двоих набрали столько же, сколько и Майя Санду. То есть общество ровно, ну, если так уж грубо сказать, разделилось 50 на 50, кто за президента и за европейскую интеграцию, кто против действующего президента и против европейской интеграции. Ну, как я понимаю, так как все-таки больше бюллетеней за интеграцию и изменения в Конституции, то этот вопрос принят, да, будет. Хотя я уверен, что все будет зависеть от того, кто станет президентом. Если президентом станет не Майя Санду, то наверняка начнется пересчет голосов, и где-нибудь там они эти 12 тысяч найдут, Ну вот и мне, не состоится. ты знаешь, мне, да, когда я готовился к выпуску, мне не показалось, что это однозначное решение. Об этом нигде и никто не пишет, как будто бы, ну, проголосовали и ладно, а дальше ничего. Потому что это же не является, ну, никаким документом, который вот все обязательно необходим для вступления в ЕС, и который они примут. То есть это просто спросили мнение людей. Декларация, А дальше да. с этим можно что-то делать, а можно что-то не делать. Плюс, ну, все говорят о том, что там количество избирательных участков, находящихся на территории Европы за пределами Молдавии, и количество участков, находящихся на территории, например, России, за пределами тоже Молдавии, получается, оно принципиально разное. Ну, то есть в Европе гораздо больше. Соответственно, вот, ну, те жители, те молдаване, граждане Молдовы, которые живут в России, получается, не имели возможности выразить свое мнение, да. Здесь, кстати, некоторые эксперты правильный вопрос поднимают относительно того, что, а если у вас в государстве много граждан, которые вообще живут за пределами страны, Да. стоит ли доверять им голосование вот такого серьезного вопроса, ведь они не несут ответственность за свой выбор, Да. они не живут в этой стране, а несут ответственность за них, получается, люди, живущие непосредственно в стране, потому что на них это, ну, отразится гораздо больше. Да, именно так. Интересно, что я цифры видел, как будто бы диаспора молдавская в России это примерно, там, ну, я видел цифры 500 тысяч человек, было всего 2 в Москве избирательных участка. Да. На оба этих участка было совокупно 10 тысяч бюллетеней. То есть на 500 тысяч потенциальных респондентов, да, 10 тысяч бюллетеней. А в участках в Европе тоже там, я уверен, много жителей Молдавии живут, в основном в Румынии. Там в каждом городе по 17-20 избирательных участков. Ну, то есть на порядке отличается количество. Понятно, что это очень сильно повлияло на президентские выборы. А если убрать, вот ты правильно сказал, что имеют ли такой вопрос, имеют ли жители, не живущие в стране, право голосовать? Ну, в смысле, право-то они имеют, но с каким весом их голос участвовать? Потому что те, кто живет в Европе, очевидно, будет за интеграцию. Ему
ну и, в принципе, какая разница. Те, кто живет не в Европе, будет там против или за интеграцию, не знаю, в Россию, например, да, если бы мы про русских говорим. А решения-то должны принимать те, кто живет непосредственно в республике. Если есть же статистика, где учет тех, кто живет и голосовал в республике, там, как ни странно, по-моему, чуть ли не 70/30, кто против интеграции и кто за. То есть за 30, а против 70. Примерно такая процентовка. То есть Но все, они видят, что происходит с да, остальными странами, да, жители которые Молдавии интегрируются. это не за никакую интеграцию, потому что этот процесс у них идет уже достаточно давно. Можно посмотреть вокруг, что происходит, да, в соседних странах и сказать: нет, спасибо, нам такой интеграции не нужен. Причем интеграция это же, ну, что-то такое. Что они хотят? Они хотят очень простых вещей. У них развито сельское хозяйство, а нету ресурсов. Кто им это может дать? Рядом Россия, у которой есть ресурсы, и это рынок сбыта исторический для молдавских, там, не знаю, вин и каких-то фруктов, овощей сезонных. Если этого рынка не будет, то понятно, что конкуренция в Евросоюзе большая. Мы смотрели на протесты фермеров там, в Польше против фермеров украинских, ну и так далее. И как бы за рынок избыта в виде там, России, например, и просто конкуренция, ну, будет проиграна, и Молдавии как таковой вот сельскохозяйственной страны просто не будет. Поэтому люди, наверное, это понимая, голосуют не за какую-то интеграцию, что мифические какие-то вещи, интеграция куда. У них несколько паспортов у каждого, как я понял, и они могут выехать хоть в Румынию и получить паспорт, и стать, по сути, европейцем. Там это распространено, да. да. Они это делают, но что толку-то? Если страна превратится в просто придаток, да, в территорию, на которой всего лишь 3,5 миллиона человек живет, потому что в Евросоюз 350, ну это просто, она никому не будет не нужна. На Болгарию достаточно посмотреть, соседняя страна, там ничего хорошего. Ну вот ты знаешь, у меня сложилось впечатление, что это просто та повестка, которую необходимо было выполнить текущему президенту. То есть, знаешь, как есть чек-лист с задачами у сотрудника, например, там в крупных корпорациях, да, что ты должен делать, какие у тебя должны быть там в офисе, например, стандарты. Вот их текущий президент, он не является сотрудником государства Молдавии, он является сотрудником либеральной бюрократии. Да. И у нее наверняка также есть от своего работодателя какой-то определенный чек-лист. И это не значит, что Молдавия будет даже вступать в этот Евросоюз. У Евросоюза там куча проблем, не факт, что они сейчас там будут кого-то принимать, еще что-то там, ну, в общем, это отдельная тема. Но она как отличница, как эффективный сотрудник, как эффективный менеджер имеет возможность отчитаться, что она референдум такой провела, что у нее бумага о том, что она обеспечила правильное решение на этих выборах для своего работодателя есть, а дальше уже дело работодателя. Пользоваться этим или не пользоваться, но Майя Санду имеет возможность там требовать премию. Кажется, так. Повысит ее, может, куда-нибудь даже, если проиграет выборы, там, пойдет в Европарламент и там заседать, да, и получать свою зарплату. Где можно будет не скрывать своих ценностей, в отличие от более традиционной Молдавии. Так на это все и расчет, когда размываются границы государств, границы между, там, не знаю, полами, да, или там зачем квартиру иметь, если можно снимать, зачем там что-то иметь, если можно деньги на карте и там завтра переехал куда-то. Это все для того, чтобы потом можно было сказать какой-нибудь Майе Санду, да, если мы про нее говорим, что сделай то-то, получишь столько-то, потом уедешь туда-то. Какая разница, ведь Молдавия не твой дом. Ну, а для многих миллионов человек, которые проголосовали против интеграции и Майю Санду, это их дом. Для них это то, что повлияет на их жизнь в самом прямом смысле. Ну вот я про сельское хозяйство как самый такой яркий пример и про ресурсы, которых... Ну, сельское хозяйство ты правильно привел в пример, потому что я смотрел товарооборот, и оно, в общем, на 3-м месте по экспорту из Молдавии. Там первые 15% занимает электроника, и дальше примерно поровну, там по 10-11 у топлива и злаков. Ну, то есть, да, для них это имеет большое значение. Причем электроника, она и на импорт к ним поступает. То есть я так понимаю, что Молдавия в большей степени здесь электроникой и электротоварами является такой транзитной страной. То есть, видимо, похоже, они принимают откуда-то и дальше перепродают там в ту же Европу, например. Ну, или, может быть, в Россию. Вот. А вот что касается злаков, ну, это именно то, что они сами действительно производят и дальше имеют возможность продавать. То, за счет чего они могут зарабатывать. Но мы на Майя Санду можем тогда вот как раз подробнее, да, остановиться. Я чуть-чуть посмотрел ее биографию. Получается, что
С 94 по 98 годы она строила карьеру формально в молдавских бюрократических различных там институтах, но это все были советы по сотрудничеству с ЕС, с Евросоюзом и советы по сотрудничеству с международными организациями. То есть она сразу была интегрирована вот в работу с международной бюрократией, нежели больше с национальной. Дальше с 98 по 2005 она была экономистом в представительстве Всемирного банка в Кишиневе. Что такое Всемирный банк? Это институт Международного валютного фонда. Это вот, если грубо, да, то банк банков. Соответственно, представительство Всемирного банка, оно следит за тем, чтобы Молдавия, или любая другая страна, где он находится, она вела политику, которая устраивает глобалистские финансовые власти. Это то, за что там разные эксперты ругают наши финансовые власти. Значит, с 2005 по 2009 она была координатором программ ООН в Молдавии. То есть прошла такую лестницу во всех международных структурах побывала. Да. Как в компании в разных отделах люди работают, чтобы понять изнутри, как все работает, так и она здесь. И ООН, и Всемирный банк, и различные советы по сотрудничеству с ЕС, да, все так. Дальше, в 2010 она получила диплом магистратуры Гарвардского института государственного управления имени Джона Кеннеди, который находится в Кембридже, что позволило, видимо, ей, с учетом предыдущей карьерной лестницы, совершить некоторый скачок. Она стала советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. Это уже весьма такая серьезная должность. Это серьезный ранг в этой всей международной бюрократии. Проработав там 2 года, очевидно, она заслужила доверие, потому что дальше она получила министерский пост уже у себя в Молдавии. То есть она прошла вот эту всю международную бюрократию, заслужила доверие, везде работала хорошо, и ей доверили, после того, как она полностью, видимо, освоила все эти стандарты идеологические, соответственно, идти внедрять это у себя в стране. Причем с чего начали? Конечно же, с Министерства образования. Потому что нужно всех дальше жителей страны сделать такими, как Майя Санду. Тут и финансы, наверное, она могла бы, и еще чего-нибудь. С 2012 по 2015 она, соответственно, была министром образования. Там вот это вот все внедрялась, вся либеральная повестка. Естественно, как всегда, это у них происходит под правильными лозунгами, за всякую свободу, конкурентность и так далее. Значит, в 2015-2016 году у них была какая-то политическая заваруха, и в 2016 году поэтому она основала свою партию, стала ее председателем, и в 2019 она получила пост премьер-министра, а в 2020, соответственно, выиграла выборы и стала президентом. То есть вот первый срок ее сейчас подходит к концу, и она имеет возможность занять второй. То есть мне кажется, что, это тот случай, когда либеральная бюрократия, даже, знаешь как, не либеральная политическая власть, а либеральная просто бюрократия переживает свой кризис, но продолжает бороться за власть, просто потому что это люди, которых система вскормила, им нужно где-то дальше работать, они привыкли хорошо жить, чем им еще заниматься, они вот только это умеют. И вот они сейчас продолжают бороться на разных осколках вот этой своей такой империалистической, наверное, отчасти системы, в том числе, Молдавия. К слову, для того, чтобы понять, к чему приводит вот эта вся либеральная система и либеральная идеология, соответственно, Майя Санду, 52 года, нет детей, никогда не была замужем. Подозрительно. Мы желаем всем обрести семейное счастье, но, наверное, есть те, кто в этом просто идеологически не заинтересован. Я думаю, что для жителей Молдавии хорошо, что у Майи Санду была такая карьера, что она поработала везде. Я думаю, что она не сильно расстроится, если потеряет пост президента во втором туре. Найдет местечко, да? Да, точно найдет местечко с такой карьерой и в каком-нибудь Всемирном банке, и в ООН. Да сколько этих структур, которые уже, по сути, ничего не решают. НАТО то же самое, да. НАТО, ладно, НАТО еще немножко поднялось в последнее время. Но, в общем, структур много, людей таких хороших, с такой карьерой и с опытом, может, не так много. Кстати, интересно вот все этот путь посмотреть на нее и посмотреть на каких-нибудь российских, давай без имен, оппозиционеров или белорусских, или украинских. Мы про своих знаем, да, хорошо, их послужной список и карьеру все обсуждали, но там и близко ничего такого нету.
Это максимум какой-то бизнес и максимум стажировка там в Еле, да, куда они все ездят там на год-два. Но здесь-то это настоящая карьера бюрократа, которая длится там 10, даже больше 20 лет практически. То есть настоящий профессионал в этом смысле. А наши, получается, такие немножко, ну, как школьники, да, там где-то чего-то, не знаю, Киров лес, Ель, здесь, там, и все, А, и кстати, они же, сразу, правда, в основном в Ель ездят, да? да, все А в Ель Еле. считается кузницей идеологических всяких орденов. Ну вот, да. Так что пожелаем всем удачи. Напомню, что 3 ноября, то есть, получается, в ближайшее воскресенье, да, будут выборы, второй тур. В первом туре при явке 52% практически голоса и 1 400 000 избирателей голоса разделились так. За Майю Санду 657 тысяч, за Александра Стояногла 401 тысяча и за Рената Усатова 213 тысяч. Я так понимаю, кого поддержит. Во второй тур проходит Майя Санду и Александр Стояногла. Соответственно, я прошу прощения, если неправильно. Прошу прощения перед Александром Стояногло, если неправильно произношу его фамилию. Я так понимаю, что кого поддержит Рената Усатый, тот и получит... Имеет большие шансы, большие шансы, да, потому что Рената Усатый плюс Александр — это там примерно количество голосов, равное Майю Санду, так что будет интересно. Здесь надо, кстати, отметить, ты вот это сказал, что считается, что раз, значит, Майя за интеграцию в Европу, то второго сразу же записывают в пророссийский, и третьего тоже. Но на самом деле они не являются пророссийскими, они просто не за интеграцию. Там Да. пророссийских каких-то действий, лозунгов или связей не наблюдается. Там просто люди, которые строили карьеру, по крайней мере, про Стояноглу я читал, да, по большей части, не по большей части, он всю свою карьеру строил внутри своей страны, занимал там разные должности, прокурорские, еще там другие. В общем, суть в том, что такой достаточно у него классический путь. И никакой там, не знаю, пророссийской направленной политики нету, и я не думаю, что Россия прям что-то выиграет от того, что будет, допустим, Стояноглу. Скорее она, конечно, как в случае с Майей Сандой, она просто не сможет вообще никакую политику вести с Молдовой. В случае с Стояноглу, возможно, хотя бы тогда мосты не сожжены. Вот так вот. Ну да, видишь, как в последнее время считается, если ты не строго против и везде об этом говоришь России, то ты уже пророссийский. Если ты нейтральный или говоришь, что давайте там со всеми общаться и со всеми нормальные отношения пытаться поддерживать, тебя сразу записывают пропагандисты там во враги демократии, еще чего-то. Сейчас мы ко второй стране перейдем. Как интересно толерантность устроена, да? Там все то же самое, да. Вот такая вот интересная толерантность. Так что пожелаем, наверное, не знаю, я пожелаю Александру Стояногло, так как он нас смотрит, до победы на этих выборах во втором туре. Это шутка была, разумеется, кто не подумает, что правда смотрит. Нет, а вдруг, да. Кстати, интересно, что Рената Усатый, он политик со стажем, и он всегда выигрывает тот кандидат, которого он поддерживает. А поддерживает он всегда разных кандидатов. По-моему, до Санду был Дадон, и он тоже поддержал Дадона, Дадон выиграл. Когда выиграла Санду, Усатый поддерживал Санду 4 года назад, а сейчас, если он поддержит Санду, то у Санду будет большой перевес, а если Александр Стояногло... Слушай, как здорово, это немножко перекликается с логикой нашей следующей темы в выпуске, да, сейчас тогда переходим, в общем, на Грузию. Да, с Молдавией все понятно, ждем второго тура, я думаю, что будет плотная борьба, потому что силы практически равны, реально страна расколота, грубо говоря, 50/50, но пусть жители Молдавии выбирают свой курс, это их страна. Сейчас происходит выбор на следующие 4 года, куда они остается хотят пожелать пойти. только выбрать курс внутренний, а не внешний, чтобы они не с оглядкой там на иностранные государства любые смотрели, а думали, как им самим лучше. Да, что, с Молдавией закончили, тогда переходим к следующей стране. К солнечной Грузии. К солнечной Грузии, да, где были выборы в парламент. Если Молдавия — это президентская, да, республика, то Грузия парламентская, там все определяется на парламентских выборах. Вот они были 26 октября, буквально 4 дня назад. Немножко расскажу о пути Грузии. Грузия тоже является кандидатом в ЕС и получила этот статус 8 ноября 2023 года, то есть чуть меньше года назад. Выборы в парламент, там распределяется 150 мест в парламенте. До настоящего момента грузинская мечта имела большинство в виде
90 мест. Сейчас она получила тоже большинство, но на одно место меньше, чем в прошлом году. 89 мест — это 54% от голосовавших. Но это позволяет им в любом случае Да. принимать любое решение, которое им нужно. Да, им не нужна коалиция для принятия решений, но при этом там есть какое-то абсолютное большинство, больше, по-моему, 60 или Конституцию не 70, поменяешь. конституционное, да, где они могли бы вообще делать все, что хотят. Здесь определенный баланс соблюден, но им никто не нужен. Но при этом и все партии, которые занимают вторые, третьи, по-моему, даже и четвертые, пятые места, они все против курса, который у грузинской мечты. То есть грузинская мечта впитала в себя все партии, которые, не знаю, традиционных ценностей, да, так скажем, придерживаются, и многовекторности Грузии. А, например, коалиция «За перемены», получившая 18 голосов, и «Единое национальное движение», получившее 17 голосов, это все за тоже вот европейский путь развития. А ты, кстати, верно заметил, что им никто не нужен, и в этот раз, насколько я понял, исходя из заявлений там руководства вот грузинской мечты, они и действовать собираются более жестко. В том смысле, что в прошлый раз они приглашали в кабинет министров представителей оппозиционных партий, а в этот раз они сказали, ну, раз вы собираетесь только все бойкотировать, саботировать и устраивать проблемы, то мы вас тогда и в Кабмин не позовем, и вы останетесь без единого министерства кресла, мы просто будем проводить ту политику, которую считаем нужным, и делать это, без проблем. И это, в общем-то, неплохо, это просто означает, что, будет нормальная работа, вместо того, чтобы там заниматься какими-то пререканиями в процессе. Да, интересно, решений. Что обе партии, которые были на втором и на третьем месте, они отказались от мандатов в честь протеста против того, что якобы выборы были подтасованы. Российский след, как обычно, президент Грузии призвала к митингам. Но я так понимаю, что 4 дня прошло, ничего мы оттуда серьезного не слышим. Мне кажется, что нету шансов у них, и все сойдет на нет, и грузинская мечта получит большинство. Скорее всего, те не будут отказываться, да, партии от мандатов и сменят свое решение, потому что иначе это просто будет победа, и сформируют они такое правительство, которое хотят, грузинская мечта, и будут делать то, что и начали делать, то есть против евроинтеграции, закон об оппозиции, ЛГБТ, что там у них еще НКО. Запрещенная организация в России. Да, в общем, все, что у нас запрещено, видимо, скоро будет или там уже тоже запрещено, и у них уже запрещено, поэтому... Ты знаешь, да, у меня тоже сложилось такое впечатление, что вот эта вся либеральная бюрократия в случае с Грузией, как, в принципе, и с Молдовой, всерьез бороться за власть не собирается, видимо, настолько там серьезные проблемы внутри Евросоюза, и не только Евросоюза, что сейчас отстаивать, финансировать протесты в других странах, которые еще только кандидаты, да. И там не очевидный результат, у них просто нет на это сил, ресурсов, поэтому они там кого-то вывели на улицы, как говорят местные жители, концерт прошел, и все ушли. Ну да, недолго там все длилось. Но вот интересно по поводу кандидатов в ЕС. Я выписал несколько стран, которые сейчас находятся вот в промежуточном статусе. Там у них есть несколько статусов. Есть ведущие переговоры с ЕС. Это страны уже, которые на финишной прямой, так скажем. Среди этих стран Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Украина и Черногория. С балканскими странами понятно. Но все, кого не подобрали еще, по сути. Да, с балканскими, наверное, более-менее понятно. Скорее всего, у них курс будет в Европу, потому что они находятся как анклавом и окружены странами Европейского Союза. Не знаю, может быть, им логично бы было, хотя там тоже Сербия, например, есть среди этих стран. Но Молдавия и Украина, Украина попробовала, да, хоть и сейчас ведет переговоры с ЕС, но война идет, и не уверен, что она... и примут ее, да, и, скорее всего, это, конечно, будет до последнего этот пункт фигурировать, потому что они за него воюют, да, уже 10 лет пытаются, последние 2-3 года. Если этот пункт там сейчас убрать, то, наверное, просто люди встанут, побросают все и скажут: вы нас обманули, давайте поговорим с вами уже о том, как это все получилось. Поэтому, эта морковка будет висеть до последнего, а потом скажет: извините, там не получилось, да, нам нету смысла брать вас... И все, да, и некуда, и до свидания, да. То же самое с Молдавией, но, надеюсь, Молдавия просто проголосует против, и вопрос с Молдавией будет закрыт.
Дальше есть кандидаты в ЕС. Это Босния и Герцеговина и Грузия, например. Тоже, видимо, сейчас Грузия перестанет быть кандидатом в ЕС. То есть это Они чуть же уже, ниже. европейцы уже заявили, что Все. Грузия не соответствует. Ну как только они запретили, да, все Да-да-да. запрещенное у нас, сразу Да-да-да, так перестали там же соответствовать. наш Сергей Лавров, ну, потроллил их, сказал, что, кажется, вы спалились, Ну все да. понятно с вашими ценностями. Что я не понимаю, зачем они так грубо топят, да, за то, что, ну вот за то же самое, ну, непонятно. Просто если бы они За нетрадиционные да, да, ценности, да, это на ослабили уровне бы религии. вожжи, потом бы, не знаю, приняли, ну так, обманом, что ли, да, взять, а потом уже там что-то начинали бы проводить. Но они как просто бьют в стену лбом со своими этими нетрадиционными ценностями, это просто, ну, глупость какая-то. Видимо, настолько для них это важно, что они не могут отступить даже, ну, в общем, бред. Короче, кандидаты в ЕС осталась Босния и Герцеговина. Да, есть страны, которые подали заявку, Косово, но Евросоюз уже рассматривает эту заявку, а есть кандидаты, с которыми заморожены переговоры, например, Турция. Если посмотреть на карту, ну, примерно, да, вокруг России государства, ну, Прибалтику я не беру, а страны НАТО, Финляндию, Швецию я не беру, остается Белоруссия, которая, понятно, никаким там кандидатом не будет, чуть южнее Украина, которая сейчас еще, да, но, скорее всего, нет, дальше еще южнее, ну, чуть западнее Молдавия, которая нет, и дальше у нас три кавказские страны. Грузия, которая уже перестала быть кандидатом, Армения, которая 13 марта 2024 года, то есть в этом году, Европарламент принял резолюцию, которая предлагает рассмотреть возможность, предлагающую рассмотреть возможность предоставления, великий и могучий русский язык, сколько здесь, ну, в общем, да, Армении статуса кандидата в ЕС, то есть предлагают рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в ЕС. Но Армения не может, как я понимаю, вступить в Евросоюз никакой, так как является членом ОДКБ и Евразес. Ну и сейчас мы будем, когда говорить про БРИКС, как будто бы тоже Армения не собирается уже вступать в Евросоюз, мне так кажется. Ну, обсудим, посмотрим. А Азербайджан просто сказал, что не является кандидатом. Это говорил сам Алиев. Ну и, по-моему, там тоже все эти Ну, традиционные, потому что он хочет нетрадиционные... держать власть в своих руках, а не Да, отдавать ее в чужие. да. Ну, Зачем ему это так надо? что получается все, что бывшая СНГ, да, и бывшая настоящая СНГ и бывшая СССР, все, что по границам России находятся, все страны, ну, либо потеряли статус, либо не получат его, либо, кроме Пашинян, кстати, Прибалтики, поздравил же грузинскую мечту с победой. Все да. удивились, что он там один из первых это сделал. Ну, то есть, не знаю, в общем, это вызвало, наверное, вопросы со стороны европейцев. Между прочим, Орбан, глава Венгрии, Да, ну, тоже Орбан приехал сразу же в Грузию, поздравил там всех, начал наводить контакты и так далее. Ты знаешь... любит просто он хинкали и хачапури, поэтому кто не приехал. любит. Мы тоже любим. Давай остановимся чуть-чуть на, значит, Грузии, потому что я тоже посмотрела, как у них все развивалось, в том числе грузинская мечта и кто за ней стоит, потому что основателем грузинской мечты является Бедзина Иванишвили. Это такой вполне себе типичный богатый человек, в том смысле, что, ну вот как некоторое время в политический оборот словесный ввел Максим Шевченко, значит, касты из Индии. Так в случае с Иванишвили, ну, он типичный вайшья, представитель этой касты, то есть тот, кто имеет серьезные таланты к торговле, к спекуляции, на этом, собственно, строит свою жизнь. То есть для него там деньги, очевидно, являются важнейшей ценностью. В этом нет ничего плохого, просто, ну, такие взгляды у человека, и самое главное, что у него есть к этому наибольший талант, и у него все с этим получается. Так вот, действует он весьма грамотно, на мой взгляд, потому что он всегда является тем, кто в Грузии, как самый крупный держатель активов, и, кстати, не только в Грузии, он также у него, ну, по крайней мере, был, мы не знаем, есть ли сейчас, но у него было много бизнесов и в России, там сеть аптек, банк, значит, там инвестиционный фонд по управлению там компанией, которая занималась металлами, в общем, много было разных бизнесов. Он стремится, как мне кажется, защищать в первую очередь просто свои активы. Для этого он в нужный момент финансирует нужных политиков. При этом стремится, как мне показалось, сделать это согласно трендам. Ну, то есть, например, будучи жителем Франции,
Иванишвили заметил, что набирает оборот Михаил Саакашвили, поддерживаемый, очевидно, со стороны иностранной либеральной, значит, бюрократии. И он резко решил тоже поддержать Саакашвили, поняв, как бы к чему все идет, что зачем противиться течению, лучше с ним вместе быть. В интервью прямо Иванишвили заявил, что он, ну, уже спустя много лет, причем когда они уже с Саакашвили там как бы имели разный курс, Иванишвили заявил, что он очень обрадовался речам Саакашвили о том, как тот сейчас собирается заниматься подъемом экономики Грузии, и решил помочь Михаилу, и решил его профинансировать. И как ты думаешь, какой интересный способ выбрал грузинский бизнесмен для финансирования своей родной страны Грузии? Он выбрал фонд Сороса. Нет уже никакого другого более удобного метода. Ну, согласись, это забавно звучит. Причем ты таким прекрасным пассажем, как будто бы и фонд Сороса немножко обеляешь, да? То есть ты говоришь, да, там и не было никаких либеральных денег западных, это я там в основном финансировал. И себя чуть приподнимаешь, да, что ты такой красавчик профинансировал, так еще и сотрудничаешь со всеми. Ну, а так-то вы вдумайтесь, ну, насколько это вообще, не знаю, какое слово даже выбрать. Ну, по-моему, это смешно просто. Зачем финансировать родную страну через западный фонд? Причем фонд Сороса, ну, проясним для наших слушателей, кто не в курсе, они созданы по всему миру. Они являются, кстати говоря, нежелательной организацией в России уже много лет. Они не работают в Беларуси, они не работают в Узбекистане, ну, в общем, в тех странах, которые проводят самостоятельную, хотя бы относительно самостоятельную политику. Они прекрасные отношения имеют на территории Киргизии, на территории Казахстана, ну и мы это, в общем, наблюдаем. Чем они занимаются? Они занимаются тем, что финансируют либеральную политику внутри страны. Для чего они это делают? Ну, очевидно, для того, чтобы поставить на все руководящие места своих людей, для того, чтобы те дальше действовали в их интересах. То есть выкачивали ресурсы из страны, принимали правильные решения, позволяли зарабатывать им, не позволяли зарабатывать другим. Одним торговые пути закрывали, другим открывали. Ну, в общем, чисто такая захватническая, ничего личного, only бизнес. Вот. И, ну, в общем, довольно это такое веселое, мне кажется, решение помочь своей стране профинансировать ее экономику через фонд Сороса. Ну да. Ну просто у них лари не было все в евро и долларах, поэтому зачем там тратиться на конвертацию, они решили из одного кармана в другой переложить. Дальше, когда Саакашвили заигрался, в общем, во всю эту либеральную повестку, Иванишвили понял, что надо немножко выйти на некоторое время из тени. В этот момент он организовывает уже свою партию «Грузинскую мечту», возглавляет ее. Ну, фактически правит ей недолго, то есть он вот на этот период, когда нужно Саакашвили отодвинуть, других к власти поставить, там перехватывается повестка, соответственно, в другие руки, понимает, что сейчас либеральная повестка уходит на тот период, чуть больше там национальная или чуть больше пророссийская, соответственно, ставит других деятелей. Дальше, когда Евросоюз решает, что надо активизироваться и надо поставить в качестве главы Грузии, ну, не совсем главы, да, то есть Грузия парламентская республика, президент у них есть, он просто не имеет такой полноты власти, как в президентских республиках, как, например, у нас. То есть у нас на власти президента парламент — это как руководящий, ну, такой орган, который притворяет в жизнь политику президента. Вот, то есть это, ну, вот именно люди, которые занимаются уже там, ну, да, лучше не скажешь, притворяют в жизнь. Значит, в Грузии чуть меньше силы получается у президента, но, тем не менее, значит, либеральная бюрократия решает привести на пост президента свою гражданку Франции, которая Грузию впервые в глаза увидела в 40 лет. Единственное, что ее связывало с Грузией, это, соответственно, ну, корни грузинские, но она не родилась в Грузии, она не жила там. То есть она вот, ну, реально в 40 лет впервые увидела в глаза страну, в которой затем стала президентом. Я не знаю, это анекдот, по-моему, какой-то. Ну да, она, по-моему, до сих пор даже и говорит плохо по-грузински. Ну, мы не можем оценить, да, но грузинские эксперты говорят, что, ну, смеются, в общем, над ее грузинской речью. Вот мы с тобой в выпуске про Корею упоминали Ли Сын Мана, который 40 лет в стране не жил, а потом приехал на американском самолете и стал президентом. А здесь человек 40 лет вообще в другой стране прожил, там строил свою карьеру, то есть вот как бы политическую, государственную, бюрократическую карьеру строил во Франции, как гражданин Франции.
а затем вдруг стал президентом другой страны. Без смеха просто не расскажешь. Да, чувствуется рука фонда Сороса и им подобных организаций. Да, и, значит, что здесь можно еще сказать? Ну вот, получается, что грузинская мечта не была изначально против Саломе Зурабишвили, вот эта вот гражданка Франции, которая президент Грузии. Соответственно, Иванишвили с ней прекрасно сотрудничал, но, видимо, понимая, что сейчас там она будет иметь какие-то преференции от своих сограждан из Евросоюза. Соответственно, можно там здесь какую-то выгоду поискать. На чем они рассорились? Это в 2022 году Евросоюз требовал от Грузии принять санкции против России. Иванишвили как Вайшья прекрасно быстро понял, что нет, это абсолютно невыгодно для его активов и бизнеса. Когда отберут все у него здесь. Конечно, да, просто невыгодно бизнес будет вести, зачем это надо. Он вот только на фоне этого они рассорились, и поэтому у них там сейчас противостояние. А так дальше могли бы жить душа в душу, продолжать. Никакого противоречия не иметь. То есть такой, получается, он в этом смысле флюгер политический, и если сейчас он опять берет в свои руки управление партией, эта партия выступает против европейского курса за, так скажем, многовекторный, или в данном случае, наверное, в том числе пророссийский курс, то, значит, он считает, что туда пойдет новый виток истории, многовекторность, Я думаю, что есть, да, логика здесь, как мы с тобой в нашем... мы писали пост, да, относительно возможного там торгового пути, торгового союза, Да. Не только торгового, там в целом логистического, что север-юг, если рассматривать, то Россия и Иран, между ними остаются только 3 небольших государства, которые гораздо меньше влияния имеют, при этом могут зарабатывать, просто находясь на логистическом отличном пути. Это, соответственно, Азербайджан, Грузия и Армения. Армения при этом в меньшем смысле, потому что ее можно отодвинуть здесь. Азербайджан в большем, если говорить про север-юг, да, как на Каспии транзитная точка в сторону Ирана. А если говорить про путь запад-восток, да, то Грузия больше, потому что она между хребтами гор, да, я так понимаю, располагается, и между Каспийским на Черном море, Черным морем путь, собственно, из Китая, так скажем, через Среднюю Азию в Европу. Армения опять немножко в стороне от всех этих потоков, но и страны все 3 выигрывают уже сейчас, это видно по их экономическим показателям за прошлый год. Во-первых, очень много туда переехало наших сограждан, это сильно подняло экономику каждой из этих стран, но, по-моему, Армения больше всего. Плюс они сейчас все торгуют и занимаются реэкспортом, видимо, через Турцию в основном, потому что все граничат с ней. И неплохо живут в Армении. И вообще там на несколько десятков процентов ВВП вырос за последние годы. Потому что действительно они бенефициары первые процессов этих. Средняя Азия — это больше Китай, а кавказские страны — это больше торговля с Турцией и потоки, в том числе, наверное, и в Иран там каким-то образом, может, через Армению, из Турции, и в Россию, и через все 3 страны. Все так. Поэтому куда как не на Россию и не на многовекторность смотреть этим странам, всем 3 кавказским странам. В общем, мне кажется, Бедина Иванишвили как грамотный экономист, бизнесмен, быстро просчитал, что так сейчас он может на этом зарабатывать, соответственно, надо весь этот европейский курс отодвинуть, принять другую срочную повестку, чтобы продолжать делать деньги. И в своем смысле он прав. Просто в данном случае наши российские интересы с этим сходятся. А никакой пророссийской повестки здесь опять-таки нету. Это все так, это миф. Что интересно здесь сказать, что подтверждает, да, что он представитель этой касты, люди, которые действительно талантливо умеют делать деньги. Видно, что человек любит жизнь. Во-первых, потому что он редко берет власть в свои руки. Мне кажется, это и неудобно. Зачем? Там можно напринимать каких-то решений, знаешь, со всеми рассориться. Будешь потом персоной нон-грата объясняться, что-то извиняться. А так, помог кому-то, кому сейчас там выгодно, и отошел в сторонку, можешь у себя в поместье жить. Потом надо его сменить. Вышел быстро, все там разрулил, снова поехал на дачу. К слову, о поместье, и о том, что человек умеет красиво жить. Надо отметить, что говорят, что Иванишвили любит и разбирается в искусстве. Его личная коллекция, она оценивается в $1 миллиард различных предметов искусства.
любит и финансирует грузинский спорт, делает это так весьма изящно. Например, вот этим летом проходил чемпионат Европы, Бедзина Иванишвили пообещал и, судя по всему, сдержал слово, что грузинская команда получит 10 миллионов долларов в случае, если они выйдут в 1/8. Вот почему они так красиво Бились. играли. Да. Да, и бились. Ну, ребята молодцы, они, в общем, Да. выполнили. Он, судя по всему, тоже свое слово сдержал. Пообещал и за 1/4 тоже 10 миллионов. Но уже не получилось. Там в соперниках была Испания, будущий чемпион. Вот. Но, тем не менее, такой как бы своеобразный стимул своим футболистам придал. Ты знаешь, еще я подумал вот в рамках всей этой беседы относительно, что человек, который ни разу не был в стране, затем приезжает, становится гражданином или там долго отсутствовал, у нас вот принято как-то считать, что мы часто смотрим на запад или на восток, не можем определиться, да, что это как будто бы исключительно наша ментальность такая, но при этом она, естественно, не всем свойственна. А погляди-ка, то есть Ли Син-ман, президент, 40 лет отсутствовавший в стране, Саломе Зурабишвили, ну, реально гражданин другого государства. Человек, который строил свою, ну, вот, политическую карьеру в другом государстве, да, ее выбирают президентом. То есть получается, что есть технология, которая позволяет с любой народностью работать и приводить глобальным силам своего человека к власти. Ну, это колониальная политика, когда ты воспитываешь кадр, ставишь его, потом им легко управлять, а он управляет уже теми, кто, как считают, метрополии достоин такого, видимо. Поэтому это все отсутствие субъектности, но, видишь, сейчас в разных точках появляется эта субъектность, и это очень отрадно. Никакого здесь, ты прав, пророссийского курса нету ни в Молдавии, ни в Грузии. Просто не надо подменять понятия и называть национальный курс пророссийским. Нет, просто эти страны заинтересованы в том, чтобы самим нормально жить. И мы пожелаем и Грузии сделать правильный выбор, но они уже сделали, и Молдавии тоже самое. Две очень похожие в этом смысле страны, которые сейчас определяются вот в октябре 2024 года с тем, что будет у них следующие как минимум 4 года. Ну что, закончили с Грузией и Молдавией, переходим к тоже важному событию, который неделю назад уже прошел. Это саммит БРИКС. Он был несколько дней, с 22 по 24 октября, проходил в Казани. На него приехало там какое-то беспрецедентное количество президентов дружественных нам стран. В основном это, конечно, китайский президент и индийский. Да вообще все приехали. То есть, Вучич не приехал, но он вместо себя премьер-министра прислал. И не приехал от Бразилии, значит, Лулу, но от Бразилии приехал бывший президент Бразилии Дилма Русефф. При этом она возглавляет также сейчас и банк БРИКС. И при этом она у них в стране вообще является очень весомой фигурой, потому что она там в какие-то 70-е, 60-е годы была революционеркой, она сидела в тюрьме за свои политические, значит, идеалы, и, в итоге, вот, выйдя из тюрьмы, построила карьеру, стала президентом, после президентства получила пост президента банка БРИКС, то есть, можно сказать, что отчасти Бразилию представляла так или иначе очень сильная бразильская фигура, поэтому в целом получается, что были все. То есть представительная была организация, много чего они приняли, что-то, как я понимаю, осталось в декларациях, в смысле в итоговом коммюнике, про которые средства массовой информации не говорили. Да, если я вижу, ты подготовился, это интересно будет знать, что там было, что там скрыто, потому что журналисты-то пиарили им, чем проще посыл, тем лучше. Там, не знаю, больше половины населения мира, то есть какие-то такие лозунги, да, и заголовки, а все самое важное, мне кажется, осталось немножко... Оно было не скрыто, но оно осталось за заголовками крупными и, может быть, не дочитали до туда. Согласен с тобой. При этом, прочитав даже декларацию по диагонали, потом начали тоже слишком политизированно ее оценивать. В общем, там, да, действительно есть 44 страницы этой декларации. Я выписал там, тезисно так, наиболее то, что зацепило мое внимание. Значит, в целом декларация составлена таким языком, который с почтением и уважением относится к глобальным структурам.
Мгм. То есть всегда прям подсвечивается и подчеркивается уважение там к Международному валютному фонду, к Всемирному банку, к ООН, как Мгм. все-таки к руководящей организации. Значит, апеллируется к международным договорам. Но я бы вот это не переоценивал, наверное, это уважение, да, мне кажется, это просто нормальный язык дипломатии, который не означает, что политики, подписавшиеся под этим соглашением, не будут дальше отстаивать свои интересы. К примеру, перед началом СВО Россия полгода примерно очень последовательно, аккуратно и дипломатично, но гнула свою линию относительно того, что давайте, уважаемые Соединенные Штаты Америки, мы с вами договоримся относительно сил в Мгм. Европе, относительно ядерного оружия и относительно нашей безопасности. Мы делали это очень дипломатично, но мы гнули свою линию, когда нас отказались слушать, ну, соответственно, было принято серьезное решение. То есть, ну, дипломатичный язык не помешал дальше принять очень серьезное решение. Мне кажется, и здесь так, дипломатичный язык, но это не значит, что люди с учетом некоторого падения значения, так или иначе, международных институтов не будут, с учетом, наоборот, набора своего собственного веса, действовать в своих интересах и продолжать свою политику. Так, Мне да. кажется, знаешь, вот как раз здесь последнее время происходит подмена понятий. То есть следование определенным правилам, не знаю, ну, например, давай возьмем там библейские правила, да, не значит, что ты подчинен там чему-то. Да, конечно, каждая страна имеет свой суверенитет, и мы как раз сейчас боремся за этот суверенитет, да, как Таран, там одна из немногих, может быть, даже единственная страна, которая выступила в авангарде. И после этого только возможны там выборы в Молдавии, где не побеждает либеральный, и выборы в Грузии, где грузинская мечта приходит, хотя она до этого приходила, да, это просто они все, ну, не переоценивая там нас, но они все идут, посмотрев, что так можно, и Но уже мы, там наверное, еще ускорили вот этот процесс, да, и я мы думаю. просто ускорили тот процесс, который был. Но при этом какие-то правила должны быть, даже в самых маргинальных средах, там, я не знаю, уличная драка, все равно есть Ну да, свои криминальный мир. границы. Да, то есть если человек уже лежит на асфальте, то не нужно его добивать, это просто бессмысленно. И все люди это интуитивно понимают. У там футбольных фанатов, например, есть там тоже правило битым стеклом и бутылками не драться, только на кулаках. Ну, хоть они и делают это с удовольствием, я имею в виду дерутся, но при этом у них тоже есть правила. Агрессию, криминал не поддерживаем, но просто Да, да, ну да, как бы что просто в как любом пример. сообществе есть свои правила. Поэтому очень странно все распиарили, ну, особенно наши сейчас, так скажем, враги, да, с Украины, эту картинку с Гутерришем и Путиным, которые пожимают друг другу руки, там, здороваясь. Но я не понимаю, как можно желать ликвидации всех структур, ну, то есть, по сути, что сейчас и происходит. Персона нон-грата, по-моему, в Израиле признан Гутерриш и на Украине, то есть в двух странах, которые сейчас ведут войны. То есть как можно отказаться от всех правил, которые были до сих пор? Это что значит? Что все страны, имеющие ядерное оружие, будут между собой там воевать с его использованием, там, а других стран, не Но это план по имеющих. организации Ну хаоса. да, это просто полнейший хаос. Естественно, нормальная, там, не знаю, структура государства и нормальный политик будет говорить, давайте мы на базе старых каких-то правил придумаем новые, потом все плохое из старых заменим на хорошее из новых. Ну, как бы это в идеале. Но не придумав ничего нового, полностью и под корень разрушать старое, это как раз вот, по-моему, то, что кто-то хочет, ну, потому что у них выживание только в хаосе, других путей для выживания нету. Я имею в виду, там, ну, как минимум две страны, да, которые сейчас воюют, и там одна страна, которая эти процессы тоже контролирует и организует. А на самом деле сказать, что мы с уважением относимся к текущим структурам, это абсолютно нормально, потому что новых нету. Давайте создадим новые. БРИКС как раз такая площадка, то есть это же не структура, это просто площадка для переговоров, для разговоров, которая как раз и должна не отрицать эти структуры. Я Но мне полностью, ну, кажется, это логично просто, да? они подчеркивают прям, что они не антизападная Да, да. организация, они не там антидолларовая организация, они не анти-США или анти-Британия. Они просто видят, что мир меняется, что одни не в силах больше контролировать и выступать таким полицейским для этого мира, и поэтому надо придумывать какие-то новые правила. Да. Иначе будет хаос как раз. Да, Если все разрушится и все будут бездействовать и ждать, опять же, кто-то поймет это раньше и выступит бенефициаром, и очевидно, сейчас это происходит, но другие страны хотят подхватить это падающее что-то, чтобы к какому-то порядку прийти, потому что
ну, слишком нас много, и слишком разные интересы, и много конфликтов, это просто может перейти в абсолютно... Ну, то есть хаос невозможно контролировать. Если кто-то думает, что можно сделать контролируемый хаос, мне кажется, это невозможно. Хаос всегда неконтролируем. Ну, Он это переходит троцкизм. точку, Да, да. это троцкизм. Смотри, да, ну, значит, начал я, дальше сделали мы вот это отступление, что интересного в декларации мне понравилось, ну, я отметил. Там есть слова о том, что необходимо сделать зону свободную от ядерного оружия на Ближнем Востоке. Ну, это, Мгм. наверное, можно расценивать как попытку загасить этот конфликт и в целом сделать невозможным дальше разжигание конфликтов на этой территории, потому что понятно, что это территория Ближний Восток, где легко можно просто вот спичку поднеси, и она Да. вспыхнет. Свернуться к декларациям того же ООН, да, 40 какого-то, 6-го Именно, года, просто именно. им Вот следовать. это все и есть тоже, да, то есть, что Палестина должна быть нормальным государством, это тоже отмечено, что, соответственно, нужно прекратить, и с осуждением они выступают относительно действий Израиля в Газе. Дальше они предлагают, чтобы договор СВПД, он называется, это мирная ядерная программа Ирана, чтобы к Мгм. нему все вернулись и его продолжили, то есть позволили Ирану мирно свою ядерную программу разрабатывать. Вот этот договор, он был принят в 2015 году, получается, тогда президентом Америки был Обама. Затем Трамп в 2018 сказал, что он выходит из этого соглашения. Ну, вот это, к слову, относительно того, Опять Трамп. да, относительно того, насколько адекватно будет действовать этот человек в случае, если, значит, власть попадет к нему в руки. Вот интересно, да, Трамп, все Трамп, а Трамп рушит как раз-таки все международные Он тот, структуры. кто хочет сорвать эту Да. крышку и выбросить. То есть при нем выбирали Зеленского, Да, он друг Нетаньяху. Сейчас и Израиль, и Украина не взлюбили Гутерриша, как объявили его вообще там объявили, да, персоной персоной нон-грата. нон-грата. Это вообще, ну, беспрецедентный случай дипломата объявить персоной нон-грата, при том, который за какие-то порядки, да, выступает и как наднациональная структура. То есть вот кто рушит все, что было создано, ну, по сути, глобалистами, да, и вот эти структуры. Он выступает как Трамп. человек, который хочет диктовать всем свою власть и делать просто то, что нравится людям, которые стоят за ним. Например, в целом договор о мирной ядерной программе Ирана, ну, меня, честно говоря, так удивил. То есть, а почему вообще какие-то другие государства имеют право собираться и решать, будет ли другое государство разрабатывать у себя что-то в стране или не будет, даже если это ядерное оружие. Да, это безопасность, ну а почему вы диктуете мне, имею я на это право или нет? Ну, просто потому что вы сильнее не хотите, чтобы у меня тоже был такой аргумент в рукаве. Ну, так, насколько это соответствует там, всем либеральным ценностям? Значит, нет никаких либеральных ценностей. Ну, видишь, все так переплетено сейчас, что позволить себе сказать, делайте все, что хотите, а мы будем делать все, что мы хотим, может там единицы, да. Ну, Северная Корея вот единственный пример. Даже там крупные страны, которые против, они все равно не против всего, а против, ну, то есть, чтобы это контролируемо было, я имею в виду там Россию, например. А так-то только с Северной Кореей пример. Видимо, есть возможность надавить на любое государство, сказать ему, что если вы не будете считаться с этими правилами, то мы вам как это, включим газ, да, или там SWIFT, или еще что-то, и все, и вы опуститесь в каменный век, где никакого ядерного оружия не было, будете дровами топить печки. Вот примерно так, наверное, и диалог и происходит. Все Да. говорят, ладно, мы поняли, тогда меняем это на это, и все. Ну и, судя по всему, так и будет действовать Да. Америка, если к власти придет группировка с Трампом во главе. Они просто будут нагло стремиться всем указывать. Вряд ли, правда, в этом... Если силы у них уже сейчас, да, помимо своих проблем кому-то указывать, но много сил у них точно еще осталось. Я думаю, что они будут блефовать, они Да. будут указывать, а дальше, ну, вот у кого хватит силенок, как у России, те будут Да. делать по-своему, там, ну, Китай, наверное, тоже, да, а остальные, ну, будут покупаться на это, чем вступать в конфронтацию. Значит, там один из пунктов, это, там прям так и написано, знаешь, вот этот дипломатичный такой язык. Мы вновь подтверждаем приверженность поддержанию, значит, прочной, эффективной глобальной системы финансового мира при центральной роли МВФ. Мгм. Но призываем к реформе Бреттон-Вудских институтов.
Ну, то есть люди говорят о том, что да, давайте международные институты сохраним, но с учетом изменений вот всех происходящих в экономиках различных стран мира, мы будем реформировать и то, как это работает. Бреттон-Вудский — это, я так понимаю, читай долларовые. Да. Ну, то есть как бы международную торговлю сохраняем, но давайте помимо доллара там придумаем что-нибудь другое, другие валюты, корзины валют. У того же МВФ есть же сертификат какой-то там клиринговый, своя валюта, по сути, состоящая из нескольких валют. То есть это уже все создано, давайте сейчас торговать не можем, давайте придумаем что-то. Да, Вот, логично. Ровно такие же формулировки там по поводу ВТО, что мы подтверждаем, привержены, нам все нравится, только давайте соблюдать эти нормы, а не обкладывать друг друга санкциями. Да. То есть если в целом так резюмировать, то можно сказать, что они говорят, да мы за глобализм, только за честный. Давайте строить на уровне справедливости международные отношения и торговлю там, и так далее. Вот. К чему еще они, значит, призывают? Это к суверенитету Сирии, что осуждают присутствие иностранных войск на территории Сирии. Ну, кстати, вот здесь вот это меня зацепило, потому что, насколько я понимаю, Турция это присутствует на территории Сирии. Мне кажется, там все вообще. Практически. Да, но я имею в виду, как бы там есть американцы и британцы, но их нет в БРИКСе. Там есть мы, но мы по приглашению официальных властей Сирии, и мы члены БРИКС. Турция заявляет, что они в БРИКС, они есть на территории Сирии не по приглашению Сирии. В общем, Турция, как обычно, свою такую... Куда-то влезла. Ну, видишь, там просто дикое поле во многих странах, и нету порядка. Надо просто навести порядок, договориться с основными игроками. И интересно, что не обошли вниманием искусственный интеллект, и, соответственно, там есть строчка о том, что ООН необходимо взять под глобальное управление искусственный интеллект. Вот. Соответственно, Гутерриш, мне кажется, как опытный чиновник, как тертый калач, принял верное решение. Он понимает, что его институт, кажется, теряет немножко силу. Есть другая площадка, которая при этом с уважением относится к международным институтам. Он приехал для того, чтобы навести мосты, контакты. Ну, как бы это и лично для него полезно. Там, если что, он просто перейдет в новую структуру на работу, да. Ему нужно чем-то в жизни заниматься. А в лучшем случае, он сможет сохранить влияние возглавляемого им института. Ну, мне кажется, все там должно и логично, чтобы осталось все как есть. Есть уже площадка, где все страны представлены, и либо мы просто возвращаемся, все страны возвращаются к старым правилам и начинают их соблюдать, либо мир делится на какие-то там зоны, блоки или хотя бы там 50 на 50, да, так скажем, глобальный юг против, не знаю, глобального севера. Не обязательно против при этом. Да, против, в смысле, глобальный север, и на базе того же ООН, зачем что-то создавать, если уже есть офис, председатель, площадка, время там встреч, где все съезжаются, что-то обсуждают, и просто будут по блокам обсуждать, а что вы хотите, а что мы хотим, а вы предлагаете это, а мы предлагаем то. То есть, действительно, это абсолютно логично, никто не хочет разрушения всех договоренностей и правил, и это все очень, очень продолжает ту линию, которую мы с тобой обсуждали, практически каждое видео, кто за что воюет и что кому нужно. То есть нашим странам, входящим в БРИКС, нужны правила и, так скажем, глобальные институты. Мы не против них. Кому они могут не нужны быть? Тем, кто не имеет в этих институтах много веса. Например, Британия. Кому еще, кто, может быть, считает себя самым главным и считает, что эти институты не нужны, потому что зачем, если он самый главный, просто приезжайте ко мне, скажут там Трамп, да, или Соединенные Штаты Америки, и мы все будем решать с каждым из вас. Да, но здесь, кстати, каждый из них так скажет. Да. Я имею в виду, что и Трамп, и там Харрис будет такую примерно повестку проводить. Но все-таки нам кажется, что Харрис больше какую-то глобалистическую, да, представляет собой структуру, как раз демократическую, которая больше за как раз эти институты, а Трамп четко здесь отрабатывает свою Make America Great Again, это значит, что не нужны институты, мы сами себе институт. Да, видишь, это там, как мне понравилось, Корене Геворгян сказала, что мы в той точке, когда внутри каждого большого субъекта возникает эффект полисубъектности. То есть там внутри Америки нет единой точки зрения, внутри Британии нет единой точки зрения, Евросоюз в разные вектора движется, НАТО в разные вектора движется. И в БРИКСе тоже нельзя сказать, что это клуб друзей Путина, да? Это просто организация, которая объединяет. Кстати, Путин подчеркнул теперь, что это организация, а не клуб. То есть он вот своими грамотными политическими ходами, да, и тем, что все приехали и там приняли важные решения, вес приподнял и
Ну, то есть они сейчас говорят о том, что все, мы больше не клуб, мы теперь уже по-настоящему организация, сейчас будем разрабатывать там всякие уже бюрократические документы для того, чтобы правильно организовать работу внутри вот этой организации. Я хочу добавить несколько моментов по саммиту БРИКС, выделил важных. Мне кажется, это такая площадка, да, где очень важные происходят, особенно в этом году, когда председательствует Россия, произошли очень важные события. Во-первых, Индонезия, где население там под 300 миллионов человек, она хочет вступить в БРИКС и стала страной-партнером. Это новый термин, который ввели, там порядка 10 или даже больше стран-партнеров, в том числе Турция, которая входит в НАТО, помимо Индонезии еще и Вьетнам, Малайзия, Таиланд. То есть это все страны, которые хотят, видимо, БРИКС использовать как площадку, не куда-то вступать туда, или отсюда выходить, чтобы сюда вступить, а Возможность просто, да, договориться. возможность поговорить, договориться, там, раз в год куда-то приехать и какие-то вопросы, как минимум раз в год, да, и какие-то вопросы порешать. Может быть, придумать, как торговать в национальных валютах, что было бы всем выгодно. Для этого не нужно никакую изобретать валюту БРИКС, мне кажется, это тоже троллинг или журналистское там отвлечение внимания с этой купюры, которую показывал Путин. Но это невозможно просто. Если валюта БРИКС будет, то это будет юань, потому что юань самая сильная, очевидно, валюта, которая, по сути, все остальное вместе взятое в рамках БРИКС — это юань. Зачем что-то придумать, если уже есть юань? Никому не нужно, и это не получится, слишком разные экономики, экспортеры, импортеры, грубо говоря. А вот сделать какой-нибудь расчетный центр, через который можно комфортно торговать в национальных валютах, который будет не связан ни с Свифтом, ни с какими-то визами и MasterCard, это просится, и я уверен, что скоро будет сделано, чтобы через этот расчетный клиринговый центр проходили расчеты по платежам в национальных валютах. Вы нам миллион там рублей, в обратно столько-то сотен тысяч юаней. В этом расчетном центре произошли, собственно, запись поменяла, и все, и никакого доллара или там евро для такой торговли не нужно. Поэтому я думаю, что сюда все движется. Также беспрецедентно, что Индия и Китай провели впервые за 5 лет переговоры на полях БРИКС. Они не встречались с 2020 года, когда у них была стычка в Гималаях. Это, между прочим, две ядерные, там, самые густонаселенные страны в мире, по 1,5 миллиарда каждая. У каждой есть ядерное оружие. И они с 2020 года находились в состоянии такого конфликта, и президенты не встречались. То есть на саммите БРИКС, на этой площадке на нашей, впервые с 2020 года Моди и Си встретились и договорились, подтвердили размежевание сил через 4 года после вот этой стычки в Гималаях. То есть они договорились, по сути, мириться именно на площадке БРИКС в Казани. И второе, тоже очень важное, Азербайджан и Армения тоже вместе сидели рядом, если ты видел фотки или видео. Пашинян с Алиевым шутили, разговаривали. То есть очевидно, что это люди одной эпохи, одного языковой группы, одной истории. Вот что объединяет разные народы и всегда объединяло, там, в том числе Христианство. русский язык, да, вера, там, не знаю, те же самые традиционные ценности. Сидели, они разговаривали и договорились о всех принципиальных вопросах для достижения мира между этими двумя странами, а именно признание территориальной целостности, отсутствие претензий по территориям и восстановление дипотношений. Тоже это воссоединение, так скажем, после известных событий произошло на полях БРИКС, что, мне кажется, очень важно и значимо. То есть помирились две страны именно здесь. Там же, если ты помнишь, создавались какие-то что-то там комитеты, их куда-то приглашали, все то во Францию, то в Германию. Ну вот пару месяцев назад, когда была карабахская история, там каждый В общем, пытался туда, туда... где они точно не договорятся. Да, каждый пытался туда влезть и получить лавры какого-то переговорщика и человека, который этот конфликт может разрулить, но они приехали туда, где чувствуют себя хорошо, в Как России, дома, видимо. да, и договорились, и это очень позитивно. По сути, Пашинян, что бы он там ни говорил и не делал, но у нас там остается и база военная, и Армения, по-моему, хоть и говорила, но не вышла ни из каких Евразесов и других объединений с Россией. Вполне вероятно, человек пытается соблюсти многовекторность. Да, может быть, он очень быстро понял, что к чему, а еще и спор с Азербайджаном, если они разрешат этот карабахский и таким способом его закончат, ну, вообще, по-моему, Не, ну здесь дай бог, чтобы они всем жили в мире хорошо. и Да. занимались собственным государством. И теперь у них нету этой точки болевой, на которой все держалось много десятков лет.
именно Карабаха, который был выгодно кому-то, да, постоянно вот эти Всегда вот можно было качели, да, разжигать, да. между одним, другим. Поэтому, с одной стороны, конечно, там плохо, что кто-то пострадал из-за этого, люди лишились домов, и это все очень плохо, но зато многолетний конфликт, надеюсь, скоро будет окончательно завершен, и никаких территориальных претензий ни у одной страны не будет. Не Получается, будет, что на Кавказе мир не будет восстановится. повода для войны. Да, Это да, самое и главное. Азербайджан, Армения и Грузия, надеюсь, тоже многовекторная сейчас, будут теми странами, которыми, наверное, они и должны быть, жить нормально и торговать со всеми там, своими друзьями, партнерами. Да. Ну что, Получается, что кажется, все три события очень связаны. Хоть саммит БРИКС, казалось бы, не связан с выборами, но это все звенья одной цепи. Мир становится многополярным, страны будут объединяться в какие-то там дружественные, так скажем, коалиции, не против кого-то, а скорее за торговлю, за за отношения, себя. за себя в первую очередь, да, и здесь нету пророссийских векторов, есть пронациональный вектор, это очень отрадно, что и на БРИКСе об этом много говорили, да, и по сути просто предлагали площадки разные или оставить старые для решения этих самых проблем, для диалога, и очень отрадно мне это все видеть, мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении. Все так, все так. Получается, что у нас позитивная концовка. Может быть, ты что-то добавишь, но она сама собой образовалась, просто исходя из тех новостей, которые произошли за там, Да, прошедшую мы с неделю. тобой не сговаривались, но да, у меня есть одна цитата, она как раз укладывается в наш финальный тоже вывод про то, что государства, кажется, имеют сейчас возможность и силу проводить национальную политику и действовать в собственных интересах. И на этих выходных я посетил дом, который построил для себя и жил Виктор Михайлович Васнецов. Мгм. Я думаю, все наши люди видели множество его картин, в особенности часто их приводили в учебниках по литературе в хрестоматиях школьных. Это там «Витязь на распутье», «Аленушка», «Богатыри», вот эти все любимые, известные каждому, наверное, русскому человеку картины, это творчество Виктора Михайловича Васнецова. Он, кстати, был человек очень верующий и вообще, ну, наверное, имел все для того, чтобы выбрать путь священника, но у него был талант к живописи, и он его реализовал. По его дому видно, что он прям очень сильно любил все русское, все в Мгм. таких вот русских узорах, ну и картины тоже на тему русской истории, былин, сказок и так далее. Так вот, у него есть прекрасная фраза, которая подходит, мне кажется, к нашему выпуску и выводу. «Счастлив всякий, кому удастся посадить и вырастить хоть маленькое семечко добра и красоты в родной земле». Этими занимаемся, так что будем продолжать. Спасибо всем за время. До встречи на следующей неделе.